Выливаем в кастрюлю молоко. На 2 вида сыра мне понадобилось 5 литров молока с прошедшим сроком годности. Сначала я сделала творог. Приблизительно на литр молока выход творога около 200 грамм. Меньше или больше у вас получится творога, зависит от жирности молока. Ставим на небольшой огонь. Чтобы не пригорело, потихоньку помешиваем. Наше молоко створожилось, это видно. Выключаем огонь, берем дуршлаг, кладем в него марлю, сливаем нашу кислую жижицу, стараясь не обрызгаться. Не забудьте подставить сосуд для стекания сыворотки. Ее можно просто пить или использовать в выпечке. Оставляем стекать сыворотку минут на 20-30, прикрыв творог марлей. Если вам нравится нежный творог, то как легко он отделяется от марли, показатель его готовности. Если более рассыпчатый, времени ему понадобится больше отдохнуть. После того, как сыворотка перестанет течь, выкладываем творог в миску, солим по вкусу, тщательно перемешиваем комочки и возвращаем нашу творожную массу обратно в марлю. Сито мы берем поменьше. Укладываем наш соленый творог в марлю, накрываем тарелкой и ставим емкость с водой на литр. Оставляем его в холодильнике на ночь до утра. Вот такой творожный сыр у нас получился. Из 3 литров молока где-то 750 грамм сыра. А уже утром мальчики его достают и делают горячие тосты с творожным сыром, зеленью и овощами. А теперь делаем плавленые сыры. Остался творог 383 грамма. Кладем его в кастрюлю. Высыпаем туда 1/4 чайной ложки соды, 1/2 чайной ложки соли, 90 грамм масла. На 400 творога обычно беру 100 масла. 1 желток. Ставим на маленький огонь и при непрерывном помешивании начинаем варить. Если нам нравится сыр с творожными комочками, мешаем его лопаткой. Варим сыр от 5 до 8 минут на медленном огне, непрерывно помешивая, иначе подгорит. А если нравится однородная консистенция, советую мешать погружным блендером. Переливаем сыр в форму. Я ее ничем не смазывала. Имейте в виду, что сыр буквально застывает у вас на глазах. Получился сыр серединка на половинку. Видны крупинки творога. Пробить блендером я не успела. Слишком долго лопаткой мешала. Даем остыть и наслаждаемся своим творением. Сегодня мы заболтались, и я сыр слегка переварила. Более тягучий мне нравится больше. В идеале он по консистенции должен быть похож на виолу, но гораздо нежнее. Вкус сыра зависит от производителя молока. Советую поэкспериментировать. Рассказывайте, что у нас с вами получилось. Буду рада помочь, если что-то пошло не так. Приятного аппетита!